Всем привет! Меня зовут Николай Шмычков, и я сегодня хочу поговорить про непродающие сайты. Что это такое? Почему ваш сайт может не продавать? Например, вы сделали классный лендинг, который будет описывать ваши услуги, пустили на него контекстную рекламу, слили кучу денег, но не получили ни одной заявки. Или же вы настроили интернет-магазин, на котором есть куча товаров, все есть практически в наличии, либо, возможно, чего-то нет, но при этом заявок нет, хотя трафик есть. Как же так вышло-то? Есть множество причин, по которым ваш сайт может не продавать, и сегодня мы разберем в блиц-режиме каждую из них. Первая причина, которую мы разбирать будем, она относится к пласту конкуренции. Первое, ваш сайт может продавать вашу услугу дорого. То есть ваша цена, возможно, будет просто выше, чем у конкурента. Таким образом, визиты на сайте будут долгими, это можно таким образом отличить. Клиент будет ходить изучать разные товары на вашем сайте, либо изучать ваш лендинг с вашими ценами, но не будет спешить заказывать. Почему? Вы же скажете, он вроде бы долго проводит время на сайте, но не заказывает. Так он может открыть несколько вкладок и изучать предложения. Вторым примером это будет так называемые труднодоступные услуги. Ярким примером, если вы труднодоступно описали, о чем услуга, что входит в пакет ваших услуг, которые вы продаете, либо ваш товар плохо прописан. Самое простое, это вот можете посмотреть на этом примере, это сайт, который продает тренинг, который непонятно о чем. Третья причина, по которой могут у вас не купить ваш товар или вашу услугу, мы условно назовем... Я сейчас расплачусь. Следующую причину, по которой у вас могут не покупать, можно условно характеризовать как неудачный оффер. У вас может быть хорошая цена, может быть наличие, но у вас неудачные условия гарантии, доставки и обслуживания по обслуживанию данного товара или услуги. Да, такое может быть, что клиенты выбирают между разными вариантами и могут просто увидеть, что у вас другие условия оплаты не очень выгодные, либо у вас короче гарантия, либо у вас не такой удачный клиент-сервис. Все вышеперечисленные причины можно будет отследить по простой статистике. У вас будет долгое время визита, долгое время изучения каждой страницы, возможно, большое количество переходов внутри сайта, но будет полное отсутствие лидов. То есть фактически, если лидов нет, а время визита долгое, то трафик релевантный, но покупать у вас не будут из-за конкуренции. Следующим, может быть, отнесется и к первой части, и в дальнейшем ко второй части, это так называемое отсутствие доверия. Если на ваш сайт практически нет брендовых запросов, как в SEO, так и в контекстной рекламе, да, не забывайте включать брендовые запросы в контекстную рекламу тоже. То есть, если по вам фактически нет брендовых запросов, и на вас заходят по так называемым товарным запросам и запросам заказа услуги, есть очень высокая вероятность, что у вас покупать не будут. В чем отличие таких заявок? Это значит, что по сайту тоже, возможно, будут долго ходить, либо вас будут открывать и сразу быстро закрывать. Таким образом, почему? Потому что у клиента нет доверия. То есть, таким образом, если вы посмотрите по статистике, статистика может быть как и долгий визит, так и короткий визит. Почему? Потому что если клиент открывает сайт, который не видит при условии сильной конкуренции, он скорее купит там, где он покупал раньше. И это точно. Как бороться с увеличением доверия для того, чтобы побить конкурентов? Здесь более сложная работа. Вы не отделаетесь простым маркетинговым доработкой товара и услуги. Здесь уже нужно работать так называемой SERM-стратегией, нужно искать отзывы, нужно искать площадки, где можно оставлять отзывы, нарабатывать собственную репутацию. С тем небольшим количеством клиентов, которые у вас есть, нужно общаться и просить оставлять отзывы на этих площадках. И таким образом, если вы наберете более-менее неплохой рейтинг на всех площадках, это Google карты, тот же Яндекс.Маркет, Google Merchant и тому подобные сервисы. Их огромное количество, есть множество сторонних сервисов. Если у вас будет достаточное количество отзывов на этих площадках, то вы таким образом увеличиваете conversion rate вашего сайта. И теперь внезапно вы можете сказать: классно, у меня есть заявки, но нет продаж, что делать? Здесь нужно пересматривать уже клиент-сервис в полном мере. По факту, если у вас клиент-сервис плохой, вы плохо обслуживаете заказы, допустим, заказы вам падают ночью, а вы работаете только днем, и эти заказы не успеваете обслуживать в круглосуточном режиме, то тогда вы можете терять заказы просто на пустом месте, хотя у вас есть реальная заявка лид, но до продажи вы ее просто можете не успеть довести. Здесь все зависит от
бизнеса. Если бизнес жаркий, где высокая конкуренция, где покупают сразу, то я бы вводил круглосуточное обслуживание заказов, либо работа допоздна. Здесь уже нужно смотреть по метрике, когда к вам приходят заявки. Молодец! Но это все прекрасно, если у вас есть действительно долгие визиты. А если на сайт есть визиты, но практически нет взаимодействия с контентом? Здесь мы рассматриваем непродающие сайты по причинам юзабилити. И поехали. Здесь список будет ошибок большим. Я не буду долго останавливаться на каждой из них. Первая ошибка, которую я бы обратил внимание, это отсутствие мобильной версии. Если ваш сайт на мобилке открывается вот так, пользователь просто не может нормально прочитать услугу, ему приходится зумировать, он раздражается, злобно закрывает вкладку и переходит на следующий сайт. Да, помните, на этом рынке пользователи стали выбирать просто уже даже на этом этапе. Но, я так скажу, если сайт имеет высокий рейтинг доверия, то пользователи могут плевать на юзабилити. Да, вы можете сказать, у меня классный сайт с классной мобильной версией, но меня не покупают. По вышеперечисленной причине. Если у сайта есть доверие, то пользователь готов мириться с неудобным сайтом, но все равно заказывать там. Вторая причина – это отсутствие call to action элементов. На товарной странице есть вполне привычные для всех пользователей call to action элементы. Это самый простой, это удобная кнопочка корзины, это удобная кнопочка заказа в один клик, это удобная кнопочка телефона, по которой можно сразу с мобилки нажать и позвонить, и это мессенджеры и чат. Мессенджеры в частности для мобильных устройств и онлайн-чат для десктопа. Да, онлайн-чат я бы использовал в первую очередь для десктопа, потому что на мобилках он занимает огромное количество места и часто раздражает, в то время как на десктопе он аккуратен и никогда особо не мешает. Он говорит все четко. Все по делу. По еще одной причине может быть у вас низкая conversion rate, это из-за того, что на сайте у вас просто пользователей раздражает ваша корзина. Я сталкивался с множеством сайтов, где за счет сложной корзины, где нужно было заполнять огромное количество полей, пользователи просто бросали и уходили. Как это увидеть? Самый простой метод – это использовать этапные цели, когда учитывается каждый этап прохождения до успешного заказа. И вы сможете потом в Google Аналитике посмотреть так называемую воронку прохождения заявки от нажатия, допустим, перехода в первую страничку, где идет подтверждение заказа, до заполнения форм и до подтверждения заказа. Учтите, сложную корзину я бы делал для сайтов, у которых точно высокий уровень доверия. Но при этом я бы делал простые кнопки заказа в один клик на сайтах молодых, потому что там чаще всего будет заказ идти сразу. Они будут хотеть, чтобы вы их обработали быстрее, чем крупные сайты-конкуренты. Как отследить такие неэффективные заказы в той же аналитике и метрике? Отслеживайте, какие этапы конверсии проходит ваш пользователь. Если же вы видите, что идет начало заявки, так называемая неконверсионная цель, идет человек зашел в корзину, открыл форму, но ее не заполнил, то тогда работайте над этими формами. Какие рекомендации я могу дать? Во-первых, уменьшайте количество форм, которые нужно заполнить пользователю. С мобилки это безумно неудобно заполнять по 5, по 6 полей, потому что иногда просто неудобно это все листать и вводить. Во-вторых, следите за теми полями, которые вы спрашиваете. Иногда пользователи не хотят забивать адрес, а иногда неудобная форма подбора адреса может просто застопорить заказ. Яркий пример. Я заказывал пиццу, но находился на такой улице, которая не находилась в списке базы данных адресов. И в итоге я не смог нормально заказать, и я заказал в другом месте. Ну и еще причина, по которой заказ могут у вас не сделать, это ошибки на страницах. Иногда фотография может не открыться, иногда контент может сползти вниз, иногда вы можете сделать так, что ваша товарная страничка в первом экране будет выглядеть просто отвратительно, и пользователь может создать впечатление, если вы еще и молодой сайт без репутации, что у вас, возможно, сайт, который решил его обмануть, возможно, вы не доставите товар, и он просто даже не будет тратить время заполнять заказ у вас на сайте. И сейчас в завершение моего простого гайда короткий опрос, почему пользователи все-таки не стараются заполнять контактные данные на сайтах, которым они не доверяют. В первую очередь все боятся, что их номера потом уйдут в какие-то спам-базы, им будут присылаться в Viber, в SMS рассылки, в WhatsApp рассылки, всякий мусор, от которых им потом никак не отделаться. Во-вторых, для того, чтобы заказывать, пользователь обычно на 2-3 сайтах может сделать заказ. Если конкуренция высокая, он на большем количестве сайтов заказ делать не будет, но при этом он их откроет, и вы в контексте за эти клики заплатите. Поэтому пользователи в первую очередь могут сделать заказ либо на одном сайте,
либо на 2-3, если, условно говоря, офферы почти одинаковы и уровень доверия сопоставим. Подведем короткие выводы. Что нужно сделать, чтобы ваш сайт продавал? В первую очередь, у вас должна быть репутация. Репутация позволяет закрыть глаза на большинство проблем. Во-вторых, ваш оффер должен быть четким и понятным. В-третьих, вы должны проработать все преимущества, сравнить с конкурентами и прописать их на своем сайте на видном месте, чтобы пользователь мог обратить внимание на условия доставки, на условия оплаты, на гарантии, которые вы предоставляете. И, возможно, если вы продаете услуги, ваши успешные кейсы и отзывы довольных клиентов прямо на сайте. В-четвертых, я бы обратил внимание на наличие. Интернет-магазинам очень важно отписывать наличие. Очень хорошо работает так называемый элемент не когда просто есть наличие, а когда вы пишете, что осталось мало, товар заканчивается. Это стимулирует клиента быстрее заказать. Но и с технической точки зрения ваш сайт должен быть безгрешен. Он должен быстро грузиться, отображаться на мобилках, контент на первом экране должен быть простым и понятным, фотографии должны листаться, и форма заказа должна работать быстро и безупречно, и на ней не должно быть огромного количества форм, которые будут мешать. Избавляйтесь от сложноэтапных корзин и переходите к более простым методам взаимодействия. Ну и самое главное, вовремя обрабатывайте лиды. Если вам падают лиды, старайтесь на них отвечать тут же, сразу, взаимодействовать с клиентом любыми методами, по которым он оставил вам свои контактные данные. И успешных вам продаж в следующем году!